и сотни комментариев под одной записью в сообществе Ютуба. А я просто хотел узнать, что непонятно тем, кто знаком с реинкарнацией безработного только по аниме. На простые вопросы ответил прямо там, а на самые каверзные отвечу в этом видео. Вопросов будет много, так что заваривайте чаек. А с вами Стил, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. Шмель спрашивает, так ли часто происходит такое явление, как фактор Лапласа? Есть ли закономерности его возникновения и причины его появления? Отвечу с конца. Причина его появления — сам бог демонов Лаплас, а точнее его смерть 400 лет назад. Он бессмертен и возродится вновь, когда душа найдет подходящее тело. Его душа не умерла, а отправилась в будущее и теперь ищет подходящее по нужным критериям тело. Собственно, фактор Лапласа — это и есть аномалия, проявляющаяся в телах жителей мира людей, которая делает их тела приближенными по характеристикам к Лапласу. Что мы знаем о демоне-боге? У него были изумрудно-зеленые волосы, у него были магические глаза, он обладал огромным запасом маны и большой физической силой, при этом абсолютно не имея боевого духа. Собственно, эти черты и проявляются на протяжении поколений. Они передаются от родителей к детям, становясь все сильнее. И чем ближе указанное время реинкарнации, тем сильнее будет проявляться фактор в поколении, пока не появится такое тело, которое по характеристикам будет полностью похоже на тело Лапласа. Именно в нем и возродится его душа. Есть ли какая-то закономерность? Да, фактор передается от родителей к детям. А если родители оба имеют фактор, то ребенок с большим шансом тоже будет иметь фактор. Часто ли он проявляется? Сложно сказать. По крайней мере, среди всех признаков невооруженным глазом можно заметить только один — зеленые волосы. У Сильфи, например, есть только этот признак, у Мимира тоже. У Рудиуса же наоборот, нет зеленых волос, но есть предрасположенность к магии и отсутствует боевой дух. Сторонний наблюдатель все это не увидит, и поэтому полноценно ответить на вопрос нельзя. Одно можно сказать точно, что таких людей в будущем будет все больше. Вдогонку к этому же вопросу Макс спрашивает, Рудиус с самого начала был с большим количеством маны или постепенно набирал из-за тренировок с детства? Очень много людей считают Рудиуса Мартис Ю, потому что у него фактор Лапласа, который дает много маны. Но это не совсем так. Допустим, что в среднем у людей без фактора Лапласа X маны. Тогда у Рудиуса с фактором будет Y маны. Y больше, чем X, но не намного. Как мы знаем, тренировки до 10 лет сильно повышают запас маны. Если бы Рудиус не тренировался, то у него было бы Y плюс 100 маны. Что значит, что он был бы сильным магом, и маны у него было бы много. Однако он тренировался каждый день в детстве, и теперь у него условно Y плюс 10 тысяч маны, что позволяет ему кастовать без устали. Ну и на примере Джули можно сказать, что после тренировок у нее X плюс 1000 маны, что очевидно больше, чем Y плюс 100, что означает, что упорные тренировки важнее, чем фактор Лапласа. Все цифры условные, но динамику вы теперь примерно понимаете. Для закрепления эффекта я зачитаю цитату из новеллы. Твое тело просто имело потенциал для хранения огромного количества маны. Если бы ты не занимался магией с раннего возраста, то скорее всего у тебя было бы чуть больше, чем у обычного человека, как у Сильфиетты. Твой огромный запас маны — результат твоего собственного упорного труда, и ты имеешь полное право гордиться этим. PAW Шираюки спрашивает, почему люди чаще прокачивают что-то одно, либо магию, либо боевой дух, а не балансируют между ними? Отличный вопрос. Проблема в том, что мир людей нам показывается из глаз Рудиуса, а он, на секундочку, сын двух дворян и бывших авантюристов топ-класса. У них в семье даже личная горничная есть. И им дико повезло, что домашним учителем стала Рокси, которую наняли очень по дешевке, относительно ее заслуг в магии. Подавляющему большинству путь мага недоступен не потому, что у них нет таланта к магии, а просто потому, что у них нет денег. Ну или же местные селяне
крестьяне вообще не замечают в ребенке магический талант. Именно поэтому в Мушоке мечников кратно больше, чем магов. Про боевой дух же, как рабочую механику, в отличие от магии, знают еще меньше людей. Магию хотя бы видно, а вот по какой причине королева меча Гислен за долю секунды разрубает противника с 10 метров, обычные крестьяне не понимают. Наверное, потому что крутая. Даже Пауло Грейрат, имеющий продвинутый уровень во всех 3 стилях, не знал про боевой дух. Но, допустим, в дворянской семье с сильными фехтовальными традициями рождается ребенок, предрасположенный к магии. И что делать родителям? Если он пойдет по пути меча и будет физически тренироваться, то накачает боевой дух, но вот магии ему учиться будет попросту некогда. Я даже не говорю про то, что скорее всего он выберет один стиль в качестве основного, ибо чтобы подняться до уровня короля и выше, нужен огромный талант и очень много времени. То есть в любом случае владеть он будет максимум базовой магией. Отвечаю на изначальный вопрос. Теоретически можно накачать и боевой дух, и магию одновременно, но для этого нужно родиться в очень уникальной семье, в которой знают про все вышеперечисленное, в которой способны определить соответствующий талант у ребенка и в которой очень хотят создать такую имбу. Сразу несколько человек задают один и тот же вопрос. Когда будет 3-й сезон? Так и хочется спросить в ответ. А я знаю, у меня нет никаких инсайдов и прочего. Но если подключить банальную логику, то 3-й сезон, скорее всего, выйдет через 1,5 года после предыдущего. То есть, либо в осенний сезон этого года, с октября, либо в зимнем сезоне следующего, то есть в январе. Если будут какие-то анонсы, тизеры или новости, я обязательно об этом сообщу. Либо постом в сообществе, либо в соответствующем канале на моем сервере Дискорда, либо прямо отдельным роликом. Так что обязательно подпишись, чтобы не пропустить. Ну и, естественно, я буду делать видосы по безработному, чтобы опубликовать их на ютубе уже во время выхода 3-го сезона. Ну а пока они тоже будут лежать в раннем доступе на Бусти, на который ты тоже можешь подписаться. А кроме того, там каждый день выходят реакции на аниме, список которых ты можешь видеть сейчас прямо на экране. И я благодарю всех, кто уже подписался. Но отдельно главнокомандующих Onyx Dragon, Сейб Фор, Николая Бондаренко и Найт Киви. Тоби спрашивает, можешь подробнее разъяснить, как работает нарушение магии? Легко. Если вы смотрели мой ролик про магию, ссылка сейчас будет справа сверху, мана течет в телах всех существ шестигранного мира прямо как кровь. Правильная расстановка потока маны при помощи чтения заклинания и формирует чудеса магии. Огненные шары, грозы, исцеления и так далее. Потоки маны невидимы, но в аниме нам их визуализировали в первой серии 1-го сезона. Смысл заклинания нарушения магии в том, чтобы при помощи своей маны нарушить поток маны противника в конкретном месте, и тот попросту не сможет сформировать заклинание. Судя по всему, нарушение магии работает только на одну конечность. Ведь когда Орстед отключил магию у Рудиуса в одной руке, тот принялся кастовать другой. Таким же способом можно отключить магу посох, что сделал уже сам Рудиус на экзамене против Сильфи. И по той же логике можно нарушить магическому монстру способность колдовать, ведь в них тоже есть мана и ее потоки. Данила Барсуков спрашивает, откуда в мире людей эльфы? Как это объясняется в рамках лора? В эпоху хаоса между 10 и 8 тысячами лет назад происходило великое смешение рас. Примерно тогда и появились эльфы. Если вы не знаете, что такое эпоха хаоса, то советую посмотреть мое титаническое видео с хронологией событий, произошедших до Рудиуса. Эльфы, гномы и хоббиты, скорее всего, произошли от смешения человеческой расы с какой-нибудь долгоживущей расой демонов. Но так как во время человека-демонических войн они жили в Великом лесу, то и к демонам их не относят, а выделяют в отдельные расы. Фанкраби спрашивает, за что Лаплас так обошелся с суппордами? Знал ли он, что заключив проклятие в трезубцы, они начнут убивать своих союзников и родных? Может, он их за что-то ненавидел? Обошелся он так по нескольким причинам. Первая и основная, у него была всего лишь одна цель – убить всех людей.
И он делал все ради нее, не останавливаясь ни перед чем. Вторая причина. На Лапласе было проклятие, которое заставляло окружающих бояться его. Прямо как у Орстеда. Но поскольку его и племя Суппордов связывала общая связь, зеленые волосы, Лаплас передал проклятые копья другим демонам с зелеными волосами, наложив проклятие на копья. Копья, полученные от Лапласа, многократно усиливали физические способности, нейтрализовывали магию людей, обостряли чувства и давали ощущение абсолютной силы. Однако они разъедали рассудок носителя, лишая его способности отличить врагов от союзников, и Суппорды начали без разбора нападать на всех. В результате племя Суппордов стало считаться предателями. Согласно словам Хитагами, именно в это время проклятие Лапласа, вызывающее страх, было перенесено на цвет волос как общую черту. И, наконец, третья причина. Суппорды были единственным племенем, которые за счет третьего глаза видели слабое место Лапласа. Таким образом, избавившись от них, он обеспечивал себе безопасность. Кстати, спасибо зрителю моего канала Назарику за помощь с ответами на этот вопрос и на остальные. И снова вопрос от Шмеля. Боевой дух и магия имеют один и тот же источник или разный? Если из одного, можно ли их смешать? И боевой дух, и магия являются явлениями маны. Но это две абсолютно разные механики. Магия активно тратит запас маны и видна невооруженному глазу. Боевой дух же больше работает как баф, усиливая физические характеристики, такие как атака и защита, и при этом абсолютно невидим. Мощь магии может стереть континент. Мощный боевой дух позволит оказаться в эпицентре магии, стирающей континент без вреда для себя. Первое качается изучением и использованием заклинаний. Второй — обычной физической прокачкой. И, к слову сказать, вопреки распространенному мнению, боевой дух носят не только мечники, но также еще и воины, рыцари и вообще все, кто занимается боевыми искусствами. И в завершении объем маны никак не влияет на силу боевого духа. Так что боевой дух, внезапно появившийся у мага, будет качаться независимо от его монопула. Шрек из Ривии спрашивает, у кого самый сочный S и бупсы в этом произведении? И почему тот гном гей? Рофельный вопрос, но я подойду к этому со всей серьезностью. Если мы выбираем из тех, кого показывали в аниме, это будет скорее всего Гислен. На втором месте Лилия. Но настоящие ценители знают про Люминию Грейрат. Кто такая Люминия? Фем-версия Рудиуса, показанная в аниме в виде фигурки, которую сам Рудиус и сделал. И, как вы можете видеть, она очень хороша. Среди непоказанных девушек взрослая Эрис, очень сочная, и Атофи для любителей демониц с синей кожей. И еще можно записать сюда Рейду Рею в молодости и мать Паула, Валентину Латрею. И снова для самых больших ценителей взрослая Киширика Киширис, образца первой человека демонической войны. В аниме нам мельком показывали ее статую во второй серии второго сезона, но там она выглядит непрезентабельно. В манге же можно увидеть ее в куда более лучшем виде. А Талхан гей, потому что такое веление его души. И да, Элина Лис бегала за ним, пока тот был молод. Джордж Энджой спрашивает, как Зенит оказалась в кристалле и почему Гидра защищала ее? Зенит оказалась в кристалле, потому что ее туда телепортировало, очевидно. В отличие от множества других тайтлов, в которых есть случайные телепорты, в реинкарнации Безработного катастрофа телепортации раскидала людей не на ровную плоскость. Как вы помните, Сильфи очутилась в воздухе и выжила только благодаря заклинаниям, которым научил ее Руди. В новелле также упоминается, что некоторых жителей региона Фитоа закидывало прямо в море, в жерло вулкана, в гнездо монстров или попросту в стену, с соответствующими последствиями. Гидра же не защищала Зенит, она защищала кристалл маны, который является центром всего подземелья, а Зенит случайно туда попала. Собственно, если бы не Киширика с ее глазом всевидения, никто бы не узнал, что на последнем этаже одного из сложнейших подземелий в мире заключен человек. Но про подземелья, как они формируются и прочее я рассказывать не буду, это тема отдельного ролика. Вот про что стоит рассказать, так это то, что через 2 дня в воскресенье я проведу стрим здесь, на ютубе, в котором мы поговорим еще немного про реинкарнацию Безработного. Обязательно приходи. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока.